Очередной успех корейского кино – художественный фильм «Минари». 5 номинаций на Оскар и одну статуэтку за лучшую женскую роль второго плана получает 73-летняя актриса Юн Йо Джон. Mr. Brad Pitt, finally. Nice to meet you. Where were you while we were filming in Tulsa? Награда является знаковой, так как это первый Оскар среди корейских актеров. Также «Минари» – первый серьезный успех режиссера Ли Айзека Чуна. Работа во многом является автобиографичной. Бэкграунд фильма мы здесь рассматривать не будем, цель нашего обзора – разбор самого фильма, его символика и поиск смыслов. И конечно же не обойдемся без вскрытия сюжетных ходов и особенно финала. Поэтому если хотите составить свое независимое мнение, ознакомьтесь с фильмом перед просмотром этого ролика. Но в любом случае спойлеры не могут испортить впечатление от настоящей художественной работы. Фильм начинается с переезда 7 корейских иммигрантов из Калифорнии в Арканзас, где они планируют начать новую жизнь. С первых кадров видно, что Джейкоб и Моника давно не ладят друг с другом. Чтобы родители могли больше работать, прилетает бабушка из Кореи приглядывать за детьми. В основе сюжетной линии лежат два конфликта. Первый между главой семейства Джейкобом и его женой Моникой, и второй между их сыном Дэвидом и его бабушкой, которая нарушает привычное течение его детства. Ты не умеешь готовить? Нет, не умею. Ты не умеешь печь печенье? Нет. А ты умеешь? Вопреки некоторым мнениям, главный герой фильма не маленький мальчик Дэвид, с которым ассоциирует себя режиссер картины, а Джейкоб, чьи действия двигают весь сюжет и с которым происходят самые важные перемены в финале. Джейкоб твердо намерен воплотить свою мечту – создать ферму, которая будет обеспечивать его семью, и он полностью окунается в работу. Для Моники на первом месте стоит забота о детях и единство семьи. Она очень обеспокоена здоровьем их сына, который испытывает серьезные проблемы с сердцем. Автор демонстрирует различия характеров супругов. Моника верит в Бога и просит сына молиться для излечения своего недуга. Жертвует $100 для церкви. Джейкоб, напротив, хоть и с верой смотрит в будущее, полагается на рациональные методы. Отказывается от помощи искателей воды и не доверяет своему изрядно религиозному помощнику. Мы использовали эту дурацкую палку. Как мы нашли воду? Мы думали головой. Мы думали головой. Внешне сюжет может показаться слишком вялотекущим и скучным. Однако при внимательном просмотре, которому способствует прекрасная актерская игра и внятность повествования, становится видна динамичность событий. Ведь каждая сцена наделена смыслом, все глубже раскрывает персонажей и их взаимоотношения. В этом кино очень много символов, без которых его трудно понять и еще сложнее объяснить смысл данной картины. Вот основные из них. Муж говорит, что будет растить сад большой, как Эдемский сад. Дэвид, папа вырастет большой сад. Сады маленькие. Нет. Райский сад большой, как здесь. Это дает нам понять, что подобно Адаму и Еве, которые потеряли свой райский сад, наша семейная пара переезжает в поисках чего-то ими утерянного. Бабушка напоминает Джейкобу и Монике, как они были счастливы в Корее. Играет известная каждому корейцу песня «Сарангхэ». На телевизоре стоит пара фигурок в традиционных корейских нарядах. Это дает нам понять, что родина Корея здесь символизирует Эдемский сад. Джейкоб и Моника оттого не могут обрести гармонию и счастье в Америке, что забыли, как были счастливы раньше, любя друг друга у себя на родине. Как библейские Адам и Ева, потеряв связь с Богом, были наказаны. Мужчина должен тяжело работать для пропитания, а женщина обременена трудностями, связанными с заботой о детях. Корень конфликта Джейкоба и Моники – типичное разногласие между мужчиной и женщиной. Он жаждет достижений, она домашний уют и не хочет рисковать благополучием семьи. Но важнее всего, что они не готовы прислушаться друг к другу. В итоге пропасть между ними уже настолько велика, что даже когда дела налаживаются, они все равно решают расстаться. Моника не хочет признать, что переезд в Арканзас способствовал выздоровлению их сына. Джейкоб не способен отодвинуть свои амбиции на второй план и удовлетворить желание жены ставить семью на первое место.
Бабушка, стремясь стать настоящей, Бабушка, ты не настоящая бабушка. и после паралича пытается быть полезной, делает уборку в доме, но случайно сжигает сарай с урожаем. В пожаре Моника, рискуя жизнью, помогает мужу выносить овощи из пламени, а Джейкоб бросает свои продукты и спасает жену из огня. Пожар здесь символизирует и демонстрирует желание и способность супругов спасти друг друга. Говоришь, мы друг друга спасать не можем, но нас могут спасти деньги? Бабушка в отчаянии уходит из дома, но Дэвид бежит за ней, признаваясь в любви. В финале фильма мы видим, как Джейкоб ищет новый источник воды, доверив поиски искателю воды. Это символизирует кардинальные перемены главного героя. Хоть и не уверенно он ставит метку на указанное ему место. При этом мы видим, как Моника впервые помогает, сопровождая мужа в его труде. И главный вопрос: что символизирует трава Минари в фильме? Трудно ответить однозначно, но наверняка можно сказать, что Минари – корейский иммигрант, который твердо пустил свои корни на чужой земле.